Добро пожаловать в очередное видео про macOS, настоящую, новую самую, на настоящем Mac Mini 2024 года. Итак, давайте я сейчас покажу для тех, кто не знает, кто впервые видит это видео. У меня Mac Mini 2024 года, 16 гигабайт оперативная память и 512 SSD внутренний. macOS Tahoe. Значит, сегодня у нас 22 сентября. И вчера буквально я восстановил свой Mac Mini на самую последнюю прошивку, вот вы видите здесь, и столкнулся с одной проблемой. Но она такая, как бы проблема, не особо такая прям критичная, но все равно неприятно. И сейчас я покажу, в чем именно дело. Смотрите, если мы зайдем в настройки, обратите внимание, что у меня система на немецком языке. Перейдем в функцию Wallet and Apple Pay. И здесь возникла очень серьезная проблема, которая касается именно меня. Смотрите, здесь обычно вы добавляете свои карты. Здесь можно добавить либо дебетную, либо кредитную карту. Я обычно добавлял свою основную банковскую карту, дебетовую, и нажимал вот сюда вот на эту кнопку. Давайте посмотрим, что произойдет сейчас, если я нажму добавить карту. Вот карта hinzufügen. Опа! А Apple Pay-то недоступен стал. И знаете почему? Сейчас я переведу, что здесь написано. Apple Pay ist auf diesem Mac nicht verfügbar. Это означает, что недоступна эта функция, потому что в моей клавиатуре отсутствует отпечаток пальца. Здесь также пишется, что необходима именно клавиатура от Apple. Никакая другая не подойдет для этой функции. И с macOS Tahoe теперь у нас ничего здесь не работает. То есть у меня клавиатура Logitech K750, я чуть позже покажу видео в этом, как она выглядит. Это моя любимая клавиатура, я пользуюсь этой клавиатурой уже много-много лет. У меня есть версия для Windows и для macOS, вот недавно я приобрел такую. То есть у нас здесь, пожалуйста, вот мы нажимаем сюда настроить Bluetooth и все. То есть компьютер нам предлагает зайти в настройки Bluetooth и найти эту несуществующую клавиатуру. И причем самое интересное, что все работало прекрасно в предыдущей системе macOS Sequoia. Самая новая, которая последняя была, версия, там все хорошо было. Ну, давайте сейчас посмотрим, какая же у меня клавиатура и почему она не работает теперь с новой операционной системой. Вот так выглядит моя клавиатура. Замечательная. Она новая абсолютно. Я ее приобрел совсем недавно. И очень интересно, значит, я ее заказал из Германии, потому что в Австрии таких я не нашел клавиатур. Это очень старая клавиатура. Она была выпущена в 2011 году примерно. И, как видите, до сих пор лежала вот в коробке и ждала меня. Это прекраснейшая клавиатура. Я ее обожаю. Здесь даже еще вот можно видеть Logitech, видите, значок. Он еще старый. Вот когда в то время еще такое вот печатали. Вот, значит, она прекрасно работает. Здесь солнечные панели, которые заряжают внутри. Здесь специальный аккумулятор маленький, круглый такой, который я тоже поменял успешно. И вот эта клавиатура перестала работать, к сожалению, с новой системой Mac. Вот. Но это для меня, ребят, не критично, честно скажу, что нельзя добавить прям карту. Это я особо не буду как бы страдать, но неприятно просто немножко, что так вот произошло. Вот так, видите, обратная сторона. Вот. K750. И которая работает с старым протоколом еще. Который до сих пор актуален, между прочим. Ну, уже появился Logitech Bolt. Само собой. Вот. Так что, ребят, если у вас теперь сторонняя клавиатура, допустим, от каких-либо других производителей, пусть это будет Logitech, пусть это будет другой производитель. Все, вы не сможете ничего делать, потому что Apple, к сожалению, вот своими вот этими ограничениями включила вот эту защиту такую специальную. И тем самым стимулировала клиентов для покупки оригинальных аксессуаров для своих же компьютеров. Вот так это работает. Вот тут есть такая кнопка, вы нажимаете ее, и два смайлика. Один улыбается, зеленым горит, и такая грустная рожица. То есть, если света недостаточно, то она горит
красным, соответственно. То есть простейшая клавиатура, здесь можно включить-выключить ее. Я ее просто обожаю, потому что это очень удобный инструмент. И у меня была клавиатура от Apple, оригинальная, которую я недавно сдал, потому что она отвратительная, просто она неудобная, она очень как бы плоская такая, и на ней нет вот этих вот ножек специальных, которые мне вот прям всегда нужны, и я привык к этим ножкам. Просто, ну, без ножек не могу, когда вот она плоско лежит, клавиатура вот таким образом. И как-то мне не очень прям вот, ну, мне нужно, чтобы клавиатура немножко была вот так под наклоном, как всегда. Как я обычно печатаю так вот. Вот. И раз уже я снимаю видео про клавиатуру, давайте я сейчас покажу точно такую же клавиатуру. Вот она у меня. Logitech K750, только для Windows. Вот. Видите здесь клавиши для Windows. Она у меня очень старая уже. Эту клавиатуру я покупал 5 ноября 2013 года. Вот представляете. И она до сих пор работает исправно. Здесь ничего не сломалось. Здесь все кнопки на месте. Единственное, что из-за того, что здесь глянцевая панель, и за это время, вот то, что я сейчас переезжал, сменял много разных мест жительства, тут появились вот в связи с переездом вот эти всякие такие царапки. Не знаю, здесь видно или нет. Да, вот видно на камере, на панели. Вот, но... Да, и здесь, по-моему, ножка уже немножко начала так заедать. Хотя нет. Да, вот эта ножка чуть-чуть болтается так вот. Вот это вот. Ну, в принципе, нормально, они целые. Вот эти две клавиатуры прекрасные. В этой клавиатуре, ребят, я менял аккумулятор только всего лишь один раз. Представляете, вот с 2013 года. Где-то я, наверное, в году так, в 2000, наверное, 20 каком? Втором, наверное, или 21-м поменял аккумулятор, и все, и он так и работает. Ее не нужно подзаряжать вообще, ну, точнее, их не нужно подзаряжать, потому что эта система работает таким образом, что она заряжает постоянно от солнечного света аккумулятор, и, ну, это просто шедевр. Вот это в 100 раз круче, чем какие-то Apple-овские вот эти вот дурацкие клавиатуры, которые невозможно даже вот поставить вот так вот, под наклон сделать. То есть, ну, как вот можно вот от этого отказаться? Я не знаю, ребят. Ну, сложно очень, конечно. Давайте в заключение скажу, что клавиатура от Logitech для Mac, именно которая создана, я пока никуда не собираюсь девать, потому что мне она нравится. Я прям с удовольствием работаю с этой клавиатурой. Единственное, что если мне где-то попадется, допустим, Apple-овская клавиатура дешевая, например, и новая, запакованная, возможно, я ее обновлю когда-то, чуть позже, но пока не знаю точно когда. То есть, может быть, Apple к тому времени выпустит более какую-то удобную версию клавиатуры. Посмотрим. Как говорится, поживем, увидим. Но из-за этой, конечно, функции, то, что Apple заблокировала, я не собираюсь ничего менять. Мне все нравится в моей клавиатуре. К мышке к этой тоже отдельные есть вопросы, нюансы. Я к ней привык уже, в принципе, я могу с ней работать. Но первое время было ужасно просто тоже ей управлять, потому что она совсем по-другому работает. Она очень маленькая, неудобная. Но сейчас вроде как я привык и как-то даже не замечаю уже. Так что вот, ребят, такие дела. Ребят, напишите обязательно в комментариях, возникла ли у вас проблема с добавлением банковских карт после обновления до macOS Tahoe. И напишите, у вас оригинальный Mac или Hackintosh стоит. Это тоже интересный вопрос. Все, всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео.